Эти вкусные хрустящие ржаные хлебцы почти на треть состоят из зернышек и орешков. Такой перекус убережет вас от приступа голода и приятно насытит, а также вы сможете использовать такие хлебцы как альтернативу хлебу. Готовятся они очень просто, и если интересно, продолжайте смотреть. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Эти ржаные хрустящие хлебцы, крекеры удобно готовить как на ржаной муке, так и на остатках ржаной закваски, если вы ее ведете. Я буду делать как раз таки на остатках своей ржаной закваски и буду готовить сразу большую порцию. Дозировки для муки и для закваски будут в самом видео, а также для удобства я продублирую их в описании. Список ингредиентов в двух вариантах сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Если вы используете не цельнозерновую муку, а обойную, воды потребуется меньше примерно на 10%, но все зависит конкретно от вашей муки. С разной мукой тесто в целом может быть более сухим или влажным. И дальше в видео вы увидите, каким оно должно быть, чтобы с ним было удобно работать. Из количества ингредиентов в ролике у меня получилось целых 12 противней вот таких вот хрустящих хлебцев. Если вы готовите что-то подобное впервые или если вам кажется, что этого очень много, делите порцию на то количество, которое вам кажется оптимальным. Если же вы любите подобные зерновые хлебцы, не стоит бояться, готовьте сразу полную порцию, они сухие и прекрасно хранятся в закрытом контейнере. Остатки закваски я использую прямо из холодильника. Я пересчитала все количество ингредиентов, исходя из моего количества остатков, и довела все до того списка, который был перед этим. Орешки и семечки могут быть любыми. Берите то, что есть и что доступно вам. Главное соблюдать общую пропорцию. Вместо меда и сахара я использую сухофрукты. Их нужно будет залить горячей водой и оставить немного размокнуть. Воду следует брать из общего объема в рецепте. Измельчите орешки и семечки. Делаю это при помощи кухонного комбайна. Мне нравится, когда в хлебцах попадаются кусочки разного размера, поэтому измельчаю добавки до неоднородной крошки. Затем нужно измельчить до однородности размокшие сухофрукты, если используете их. Если используете сахар или мед, идем дальше. Теперь нужно просто смешать все ингредиенты для теста. Муку, воду, в моем случае это остатки закваски плюс дополнительно немного муки, и вода с сухофруктами. Если используете сахар или мед, добавьте их, всыпьте соль. Влейте растительное масло и всыпьте измельченные добавки, орешки и семечки. Вымешайте смесь до однородности. Посмотрите, какой получается консистенция теста. Для меня это самая удобная консистенция. Оно эластичное, не крошится, не рвется и не трескается. Его удобно раскатывать на пергаменте под пленкой. Ничего не липнет и не нужно подпылять рабочий стол. Все очень комфортно. Теперь тесто необходимо накрыть пленкой и оставить минут на 30-40, чтобы орешки и семечки начали впитывать влагу и разбухать. Если вам интересна заквасочная тема, у меня на канале есть рецепт стопроцентного ржаного хлеба на закваске, а также очень вкусного хлеба на остатках закваски. Ссылки для вас оставлю в описании, заглядывайте и, конечно же, готовьте. Пришла очередь формовать хлебцы. На лист пергамента размером с противень выкладываю 3 столовые ложки теста, накрываю листом пищевой пленки и расплющиваю тесто для удобства сперва руками, после чего выкатываю в тонкий пласт скалкой. Катаю до толщины в 1–1,5 мм. Чем тоньше, тем более хрустящими получатся хлебцы. Снимите пищевую пленку и разрежьте каждый пласт на хлебцы желаемого размера. Я делаю это ножом для пиццы. По желанию можно смазать пласт белком или крахмальным кисельком и присыпать зернышками, крупной морской солью или специями. Я ничем не присыпаю. Перетяните пласт на противень и отправляйте в духовку, разогретую до 175–200 градусов. Я пеку в режиме конвекции по 2 противня одновременно и использую верхний порог температуры, чтобы края хлебцев были интенсивно румяными. Если вы предпочитаете более светлые хлебцы, пеките при 175. В моей духовке хлебцы готовы за 15 минут. Ориентируйтесь на свою технику. Сразу после выпечки хлебцы будут немного мягкими, но после остывания станут хрустящими. Разломайте пласты по надрезам и уберите остывшие хлебцы в герметично закрывающийся контейнер для хранения. На канале есть рецепты вкусных паштетов и намазок, которые с этими хлебцами вам точно понравятся. Ссылки на рецепты я оставлю в описании под видео. Ролик вам понравился, ставьте палец вверх. Если готовите что-то подобное, пишите об этом в комментариях, делитесь своими рецептами, и я обязательно тоже себе что-нибудь полезное утащу. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».